вот дальше я тебе скажу фразу, а ты попробуешь определить, что это, какой это из признаков женского абьюза. Ну да, ты же у нас самый умный, миллионер. Ну, это обесценивание, что я не зарабатываю. А еще же я сказала, что ты самый умный. Еще и глупый. И глупый, и бедный. А тебе это слушать Вот. невозможно. То есть, Я ни разу за всю жизнь, вот сколько мы с тобой живем, ни разу не слышал даже тени вот потому этого. что Я ты сразу сейчас же сказал, слышу как ты себя такое. почувствовал сейчас. Ужасно. Вот. Чуть сейчас в прямом Даже эфире не то слово, своего что... мужа обижу. Не то слово, что ужасно. Но, Ты действительно умный, ты действительно миллионер. ну, это звучит прям ужасно. Как с этим можно жить? А это, Живут же. мой дорогой, пассивная агрессия, сарказм, колкости, молчание. Это также признак женского абьюза. И я думаю, многие из мужчин с этим сталкивались. Когда ему жена отвечает, он просит: «Катя, а где ты положила мой свитер? А ты что, не знаешь? Ты ж у нас такой умный, ты ж всегда знаешь, где что. Возьми, найди сам». Да? Или там что-нибудь там. Ну, хотя это, может, неудачный пример. Но вот какой-то момент вот он не дал ей сделать, говорит: «Я сам». А потом она уже ему говорит: «Ты же у нас...» Например, я готовлю, человек мне говорит: «Добавь еще морковки». А ты у нас повар еще такой, да? И потом: «Давай, ты же у нас повар, знаешь все рецепты, иди ты готовь». Вот это конкретно женский абьюз. Хорошо. А тогда вопрос. Получается, женщина все-таки всегда знает, да? Что она укалывает? Или она может Нет, подсознательно? Нет? конечно. Она просто, она может не специально, но ей что-то не нравится. То есть, конечно же, что в любом случае женщина-абьюзер — это женщина, которой плохо, она не может быть счастливой. У счастливой женщины априори все эти признаки, они не будут существовать. Вот. А также вот этот сарказм, колкости, потому что ей самой плохо, и она хочет тебя унизить, причинить тебе какой-то вред. И при этом еще и вот ты должен угадывать мои эмоции. Либо просто я молчу, либо так смешно этот случай. Тоже фраза такая: «Я вот не знаю, но мне кажется, что я на тебя обиделась». Слушай, ну на самом Но это деле... самое безобидное. На самом деле, да, что когда женщины как раз-то вот просто играют в молчанку, это также женский абьюз. У меня ощущение, что, ну, скажем так, печальная статистика в голове. Кого я знаю, например, если там у этих пар абьюз в семье, женский абьюз, ну, я раньше об этом не думал, и как бы, знаешь, ну, привычно, так живут, да и все, так привыкли. Но через призму вот посмотреть вот так, честно говоря, прям печально очень. Печально. И я скажу, что вот сколько мы с тобой разговариваем, я понял, что, возможно, у нас были бы сложности, если бы мы не... Просто я знаю тебя. Я когда встретил тебя только, я понял, я тебе в первый же день сказал, что ты лев. Смирен. Это мои слова с первого нашего свидания. Я увидел у тебя мощность внутри, объем, и, грубо говоря, там, ну, ты чуть что порвешь, как тузик грелку. То есть я увидел у тебя вот эту мощность, но ты ни разу это не использовала в мою сторону, ко мне. Знаешь, когда ты с кем-то, с каким-то человеком очень сильно сближаешься, этот человек крайне уязвим перед тобой. И как-то у нас был с тобой такой разговор, я говорила, что я знаю, что могу сделать тебе больно, я могу причинить тебе боль. И ты можешь причинить мне боль, и ты знаешь, как это сделать. Но ты этого просто не делаешь, и это твой выбор. И мой выбор. Когда я понимаю, что я могу ранить, я могу обидеть, но при этом я знаю о последствиях, и я понимаю, насколько хрупким может быть доверие, насколько хрупкими могут быть отношения, и это очень нечестно ранить тех, кто от нас зависит.
Мне кажется, тот, кто думает, что можно добиться хорошего чего-то абьюзом, он думает, что от этого будет счастливый, что главное достичь чего-то любыми путями, не понимая, что сам путь это уже проигрыш такой. И как можно доказать людям, как можно сказать нашим зрителям, например, что вот сделайте так-то, так-то и получите результат какой-то. Это возможно. Ну, предположим, вот насчет пассивной агрессии вот такой, да, когда, помнишь, я как-то тебе сказал, типа, ну, я не знаю, это как бы я как к себе больше отношу, но вот это что-то было такое, что-то я такое в голове, какая-то история. Ну, когда ты хотел сделать замечание какое-то там детям, ты говорил, А, никому не в обиду сказано будет, типа, это я в первую очередь к себе обращаюсь. Но вот это вот надо, и вот, ну, когда человек говорит там всегда, не в обиду будет сказано, или никого не хочу обидеть, человек уже заранее понимает, что он, скорее всего, обидит кого-то. то есть это изначально уже наезд, изначально обида, но только типа, ну, как бы... Да. Вот, например, я там хочу сказать там подружке, слушай, не хочу тебя обидеть. В этот момент она уже напряжется внутри и будет настраивать себя к атаке. И я ей говорю, ну вот тебе же никто не скажет, я тебе как подруга скажу, ты поправилась. И типа из-за того, что ей сказали, ну ты ж только не обижайся, я такая, фу, хорошо, что меня предупредили, и я не обижаюсь. Это не работает вообще. Я все равно обижусь. Только просто из вежливости и тактичности я скажу, да нет, вообще ничего страшного. А потом приду домой и буду плакать. Вот, это женская такая жиза. Хорошо. Если в первом случае насчет давить на жалость и так далее, или как бы мысли муж должен читать, мы примерно договорились, что можно проговаривать просто и так далее, то в случае пассивной агрессии как с этим бороться? Ну и как обычно, давай тогда сначала с мужской стороны. Вот муж видит, что ну, ему сложно, да, как ты говоришь, хочешь забиться там может, подушку там, и плакать, но он же мужчина, он не может себе такое позволить. А что ему делать? Пока что про него. Ничего? То есть может ли он вообще что-то сделать? Ну, лично я думаю, что не Ну вот, может, например, но когда я могу жена быть неправ. просто играет с ним в молчанку. Неважно, молчанку, да, ну, допустим, Ну, молчанку. Что он может сделать? Ведь все, что он бы не сделал, это ему ну, как бы еще больше разодоривает. Ага, выслуживается, давай еще давить. Ага, вот это сделал. О, я еще что-то с него вытребую. Ну, условно, да. И вот и такое давление. ну, Может ли он что-то сделать или не может вообще? опять же, попробовать выйти в открытый разговор. Сказать о том, что ты чувствуешь, когда она молчит. Что, хотя она, конечно, скорее всего, такого эффекта и добивалась. Вот там, вот я хочу, чтобы ты почувствовал максимально, насколько ты виноват. Но она будет объяснять, что, почему она молчит, да, начнет объяснять. И этот будет список такой длинный. Не будет объяснять. Не будет объяснять. Нет. Просто человек должен понимать, что он за это, ну, как бы, у каждого действия есть последствия. Молчанка — это эмоциональное насилие. И у этого тоже есть последствия. Скажем так, просто твой партнер, скорее всего, начнет от тебя отдаляться. Он поймет, что в контакте с тобой ему небезопасно. И вы будете жить как два чужих человека под одной крышей. Вот и все. Поэтому лучше всего, если это как все же смотрели фильмы про оборотней, лучше сказать, что меня вот сейчас вот бомбит, вот сейчас вот я уже чувствую, сейчас вот в оборотня обращусь. Я тебя просто предупреждаю. Вот я сейчас пойду в комнату, буду молчать. Ты меня не трогай, не переживай. Я с этим справлюсь. Это не относится к тебе. Мне нужно просто как-то вот справиться со своими тяжелыми переживаниями. Вот. Вот такие же открытые разговоры. Либо, например, я могу тебе объяснить, что я тревожный человек. И когда ты приходишь с работы на 2 часа позже, чем мы договаривались, и я встречаю тебя нервно, это не потому, что я вот такая вот просто нестабильная, а потому что для меня это залог безопасности. Для меня важна определенность. Для того, чтобы
я чувствовала вот это для того, чтобы быть стабильной. Мне нужна определенность и ясность. Тогда моя тревожность снижается. Я человек, склонный к тревоге. И если ты, когда ты на 2 часа приехал позже и не брал трубку, у меня уже 250 сценариев, что с тобой произошло за эти 2 часа. Кто-то на тебя напал, избил, обокрал, налетели где-то в метро. Может быть, тебя украли на органы, может, пришельцы, может, сбила машина, может быть, случился просто обморок, инсульт, миллион вариантов, и ты где-то лежишь. То есть она все это представляет, и поэтому и накручивает. И к тому времени, когда ты спокойный такой приехал с работы, такой, у тебя просто телефон был выключен, и такой: привет, дорогая, а она встречает тебя как Мегера. Вот. Что тут уже не обижаться, а понимать, что ты сейчас как бы спровоцировал этого тигра. Вот, я вначале еще, да, вот это хотел понять. Как же можно разделять вину такую? Потому что, знаешь, часто говорят, обе стороны виноваты. Я считаю, это самая большая ложь в мире. У Бога все просто. Одни по правую, вторые по левую. Одни условно козлы, вторые овцы. У него нет посередине. Даже наоборот говорит, кто там, холоден или горяч, да. Если ты теплый, то, лучше уже быть холодным, чем теплым. И в отношениях всегда есть тот, кто инициирует проблему. И вот в этом случае мне прям понятно, действительно, что не предупредил, прочее. А мы все люди, мы должны понимать, что мы имеем свой характер. Где-то еще не сдался день, там подгорело что-то на плите, там еще что-то. И он такой заваливается там поздно вечером, может даже не поздоровался, брать там. И она, конечно, вот. Да. Хорошо, хотел сказать, что... Да, что тут просто, как в законе, да, есть, что незнание не освобождает от ответственности. И ты, когда ты чего-то не знаешь, ты столкнешься с ответственностью, тебе прилетит. Так лучше бы знать. Вот. И для этого нужно хорошо понимать себя, изучать себя в первую очередь. Прямо изучать. И когда я понимаю свои особенности, что я вот такой-то человек, вот так я переживаю горе, вот так-то я радуюсь, вот так я веду себя, когда мне скучно, вот так я проявляюсь, когда мне страшно. И когда я знаю все эти особенности, я могу рассказывать об этом мужу, и муж рассказывает. Например, если я закрываюсь в себе и там хожу, это не потому, что я уже планирую сценарий нашего развода, а просто потому, что я о чем-то переживаю, что надо какие-то там платежи сделать и так далее. И об этом говорить. Для тревожного человека он такой смотрит, это угрожает нашим отношениям, это угрожает нашим отношениям. И даже просто когда ты скажешь, что угрозы нашим отношениям нет, это успокоит. Даже помнишь вот эту фразу, как-то вот было у нас с тобой такое, скажем, какая-то горячая тема накаленная, и ты сказал, типа, если вот так вот пойдет, то там может дойти до развода. А я, как человек Я не так тревожный... сказал, но ты вот видишь, даже по-женски даже уже так. Я сказал, что что-то может, развалится отношения или что-то такое. А это же... У тебя уже катастрофа. Все, слушай, а разве развалится отношения, разве это не тот же там развод? Вот, что развалятся отношения, это конец. И для меня вот все. И мне нужно получить подтверждение, что нашим отношениям ничего не угрожает. Даже если у нас будут проблемы в какой-то сфере, нашим отношениям это не угрожает. Мы с этим справимся. И я с тобой поговорила об этом в моменте. Говорю, что мне неприятно, давай откажемся от таких формулировок, чтобы я понимала, что чтобы какие бы трудности у нас не были, с какой бы сферой они ни были, это не повлияет на наши отношения. Да, абсолютно. Но видишь ли, я-то понимал тогда, что просто ляпнул, не подумал по инерции. То есть я, на самом деле так не думал, но прям сказанулось слово «не воробей». Да. А я уже как женщина делаю такой вывод, что если что-то пойдет не так, либо я тебя огорчу в моменте, нашим отношениям может наступить конец. И вот это уже все небезопасно. То есть, понимаешь, это уже не то, что ты в крепкой башне, когда ты понимаешь, что твои отношения — это просто крепость.
которых ты всегда можешь укрыться, отдохнуть, наполниться. Но когда уже какие-то возникают страхи, тогда это становится не крепость, а какая-то, знаешь, мачта, на которой тебя качает. Хорошо. И тогда вопрос для женщины, уже с ее стороны в этой позиции, что она, как ей. То есть я вообще кое-что сейчас понял еще больше, что женщины часто говорят и много говорят, но походу не то говорят. То есть, рассчитывают, что мужчина должен читать мысли и говорят, жалуются там на коллег по работе, на то, но по факту ни о своих желаниях, ни о семье, ни о чем они просто не говорят. У меня ощущение. И все, что нужно просто поговорить с мужем, и это решит полную проблем? Или я вообще не о том? Знаешь, ты хороший достаточно так задел такой момент, что часто женщины как раз-то о том, что для них на самом деле важно, либо низкий уровень осознанности, она сама не понимает, что она там этого хочет. Но о том, что действительно важно, она не говорит. Например, она пилит его, что, за какую-то мелочь, что там у нас ножи не поточены и просто выносит мозг. Но это же не стоит того, чтобы ругаться. Проблема лежит гораздо глубже, что мне грустно, что мы давно не проводили время вдвоем наедине, к примеру, и мне не хватает тебя, твоего внимания, а я говорю тебе, что меня достало, что у нас вечно непоточенные ножи. Понимаешь? Я имею в виду одно, я хочу время с тобой вместе провести, а говорю тебе вот такую претензию. Так, смотри, у нас тайминг на это видео заканчивается. Мы продолжим несколько видео сделаем. Я уже понял, что мы точно одним видео не запишем все, что хотели сказать. И давай тогда финализируем вторую часть, условно будет 10 частей, по 2 части в одном видео. Окей. И тогда давай финализируем в итоге. Совет практичный, нормальный совет. Вот у людей проблема, явно проблема, они это знают. Либо они думают, что так и надо, и жить дальше. Но мне кажется, что сегодняшний день никого уже не устраивает, как было. Все видят счастливые семьи, пусть видят выдуманные счастливые семьи, когда в Инстаграм там подарки, красиво все, да, у них в жизни может совершенно не так. Но человек, там, мужчина или женщина думает, а у нас не так. Вот они реально хотят лучше быть. Что ты посоветуешь? В плане первых 2 пунктов, да, когда условно не хватает договоренности. Может быть, ты лучше скажи. Что ты бы посоветовал? И я уже о женщинах, да? Да, то есть да, мужчинам я больше задавал, но уже так обобщающий именно для женщин. Первый пункт был о том, что как раз когда женщина постоянно в позиции жертвы находится, вечно обделенная, вечно недовольная, либо претензия, либо она как агрессор к мужу, что он такой бессердечный, не замечает ее страданий, бесчувственный. Что человек, который... почему хорошо быть жертвой? Потому что ты ни за что не отвечаешь. Но при этом, когда ты ничего не решаешь и ничего не отвечаешь, ты заключенный в этой камере, и ты ничего не можешь сделать. Ты действительно веришь в то, что ты ничего не можешь сделать. Но когда человек выходит из позиции жертвы и берет на себя ответственность, это очень страшно, но при этом это как раз дает свободу. Сначала очень непривычно, но я понимаю, что мой муж не должен угадывать, почему я сегодня то, почему сегодня. Я несу ответственность за наши отношения. Если я недовольна им, недовольна нашими отношениями, я могу подумать, а что я могу сделать, какой я могу вклад нести, чтобы было по-другому. Либо что я пробовала делать, что получилось, что не получилось. Если что-то пробовала, не получилось, значит пробовать еще. Но также не снимать с себя ответственность, что он просто такой, до него не достучаться, он такой. Все. Когда я это принимаю, значит ничего не поменяется. Но когда я понимаю, что у нас же, если такой, я же вышла за него замуж, значит было по-другому.
Значит, что-то же мне нравилось. И почему-то, ну да, он ухаживал за мной, а сейчас он только лежит на диване. Но тогда подумать, может быть, и моя ответственность в этом тоже как-то есть. Возможно, я его тоже там где-то обесценивала, обижала, там, либо слишком много брала на себя инициативы. Когда женщина берет на себя все и действительно тащит на себе всех, бесконечно жалуется, как ей тяжело, но при этом она сама создала такие условия. Это, опять же, когда у человека повышенная потребность в контроле. Ей важно все контролировать, ей проще сделать самой, чтобы не переживать. И она все на себя берет, а потом выслушивает муж. Вот. Учиться тогда что-то с себя сгружать, доверять своему мужу, пробовать. Даже он может не взять, как бы не справиться с чем-то, да, и так, ну что и требовалось доказать? Вот попросила же, вот, и забыл. Вот типа короче, в этом месяце, например, коммуналку платишь ты. И потом спрашиваешь его там 30 числа, а ты оплатил коммуналку? Нет, и ты... Вот, да? И как раз по-другому отреагировать. Нет, ничего страшного. В следующем месяце обязательно получится. Ты ж моя родненькая. И точно так же, кстати, это и с детьми также прекрасно работает. Вот. Ну и, как я говорила, благодарность. Берем на себя ответственность, практикуем благодарность. Вот что будет на сегодня. Да, я чувствую, что в каких-то моментах я могла там чуть-чуть перегнуть, быть не права. Вот напишите в комментариях, в чем я не права. И встречаемся в следующем видео, там продолжим. Да. Всем чайку вкусного.